Ребята, всем привет, с вами Александр, вы на канале Мнёры, и сегодня говорим про Sweat Economy. У нас осталось там до 13 сентября, сколько там осталось, 4 дня, и уже наши нахоженные Sweat-коины превратятся в реальную криптовалюту под названием Sweat, и мы там получим свой процент на ТГЕ, согласно графику разлоков. Но сегодня, в общем-то, не об этом. Сегодня мы немножко затронем, как проходит, уже заканчивается сегодня 9 числа, токен сейл на $2 миллиона на DAO-мейкере. Также поговорим про обновление, то есть вышла новая версия 111, она называется, да, была 109, по-моему, последняя у меня, теперь уже вышла версия 111. В нее добавили такое понятие, как лидерборды, поговорим об этом, ну, еще обсудим там парочку нюансов. Да, на всем известной площадке DAO-Maker размещались Sweatcoin 5 сентября начало, 9, то бишь сегодня, у них заканчивается период подачи заявок на получение аллокации. Есть даже, в общем-то, отдельная статья на Medium по поводу DAO-Maker, о том, что будет, ну, $2 миллиона они хотят собрать, что $1 миллион будет участвовать через открытый паблик сейл, то есть через доллары участвовать, и там вторая половина, 1 миллион, будет через держание токенов DAO. Ну, в общем-то, по схеме работы DAO-мейкера. Но нам это все дело, в общем-то, не особо интересно. Вот остается, видите, 2 часа до того, как станут известны победители, ну, то есть кому дадут аллокацию. То есть минимальное участие, это, то есть у вас нужно иметь на кошельке минимум $500, ну, точнее, суммарно любой крипты на сумму $500, чтобы вы могли принять участие. Но эта сумма вообще как бы ничтожно маленькая. По-моему, максимум что-то там в районе $50 тысяч на человека. Ну, поскольку монет всего будет продано на $2 миллиона, а желающих поучаствовать было там под 40 тысяч, и принесли они больше, чем 800 миллионов, ребята. То есть они хотят собрать и соберут всего лишь 2 миллиона, а желающих купить было на 800 миллионов. То есть, вы знаете, до лярда не так уж далеко было. Вот эти там 39-40 тысяч человек принесли почти $1 миллиард. Это я по поводу того, какой будет ажиотаж на старте токена. В общем-то, он будет довольно большой, потому что разлог-то будет постепенно, и к этому мы сейчас перейдем. Вот сейчас идет вот public sale, то есть продают токен на данный момент, ну, тому, кому повезло, видите, написано, что собрано 1 995 000, не знаю, почему такая сумма, потому что, ну, то есть 2 миллиона собрать, как вы поняли, для них вообще никакая не проблема. Цена токена 0,7 центов, не 5 центов, то есть как вот та цена, которую мы высчитывали, а 0,7 центов, то есть там 8 раз меньше, чем, ну, базовая цифра, к которой там пришли большинство по методам расчетов. Но это абсолютно нормально, то есть это никак абсолютно не говорит о том, что токен будет листиться, выходить по цене там 0,7 цента. Нет, он будет вот как минимум 5 центов будет цена. Потому что, ну, те, кто зашли на public sale, да, то есть, ну, должны собрать там своих там n число иксов, там до 10 иксов, вот и будут ваши там те 5, 6, 7 центов. Ну, поскольку вы реально 2 миллиона, как вы видите, желающих купить на $1 миллиард, а токенов всего лишь, ну, там 2 миллиона сейчас раздают. Потому ажиотаж большой, потому я вот уверен, что вот с этой цифрой тот, кто попал в public sale, получит легко там 10 иксов на ту сумму, которую ему дадут. Но опять же, хоть и минималочка здесь $500, ну, с этой суммой вы ничего не получите. То есть здесь нужно иметь на балансе кошелька несколько десятков тысяч долларов. У вас была, ну, довольно существенная вероятность того, что вам позволят купить хоть на какую-то сумму. Ну, потому что вы конкурируете с $1 миллиард. Вот какой процент денег у вас на кошельке есть относительно этого миллиарда, вот такую долю вот от 2 миллионов, от токенов, которые продаются на 2 миллиона, вы можете теоретически получить. Ну и то, как бы тут же еще как бы эффект лотереи, кому повезет, а кому и нет. Но по разлокам здесь довольно неплохо, то бишь 35% будут разлочено сразу. Это говорит о том, что если цена токена будет даже 2 цента, все участники паблик сейла сразу окупаются полностью. Потом еще 35% в течение 9 месяцев и 30% в течение 18 месяцев будут разлачивать. Ну, я, в общем, даже не пытался участвовать, потому что с площадкой DAO-Maker я никогда не работал. Ну, и шансов здесь, ну, это надо было, знаете, со всех, как говорится, одолжить у родственников, взять кредит, это все дело закинуть себе на баланс, чтобы здесь реально что-то получить. Но ниже вот у нас есть такой очень наглядный, интересный график разлоков. То есть очень прикольно, здесь все понятно. Смотрите, у нас вот seed round, это у нас вот такой немножко зеленоватый. Это вот самый нижний цент. Очень удобно, вы вот ведете и видите, смотрите, вот seed round. Вот в 23 году нет, вот разлог начинается только в августе 23 года. То есть через год
только те, кто заходили в Seed раунде, начнут получать свои разлоки. Вот видите, верхняя строка в этой табличке Seed Round 0 и Private Round 0. То есть еще год те самые ранние инвесторы, ну, ни черта не будут получать. Мы же относимся, если не ошибаюсь, к системе, к airdropу. То есть то, что мы находили, это у нас airdrop. Вот Foundation, Treasury, вот смотрите, что у нас занимает большую такую зону, это вот фиолетовая часть, это именно Foundation Treasury. То есть фаундеры получат, ну, больше всего монет на самом старте. Видите, у них такой старт не кислый. Ну и, естественно, экосистема тоже вот идет, ну, ровной полосой, так же, как и вот Public Round и Seed Round. Они так идут довольно равномерно, но не существенно, скажем так, ширина этих полос. Airdrop. Здесь, ну, по сути, самая большая часть, наверное, ну, ну наравне с простыми смертными, да, у нас получается Foundry Treasury, то есть сокровищница у них получается. Но мы когда разбирали в прошлых видео всю эту токеномику, там было это понятно, что, ну, очень большая часть, да, там будет идти разработчикам. Но вот на Sweatco Ltd, вот эта вот вторая фиолетовая, темно-фиолетовая часть, и верхняя светло-фиолетовая, да, это у нас занимает, ну, намного больше, чем заберут люди своими шагами. Если смотреть по оранжевой, то вот ступенька у нас последняя заканчивается в августе. То есть ровно через 2 года, то есть 23-24 год, вот в августе 24 года заканчивается разлог вот наших всех монет, которые мы находили. Ну, то есть реально 2 года. Потом уже, видите, полоса выравнивается. Также здесь можно посмотреть, почем были вот seed раунды и private раунды. Как видите, сейчас public sale, который проходит сейчас на 2 миллиона, в 2 раза дешевле, чем приватный раунд. Там была цена 1,4 цента, а сейчас у нас 0,7 цента, ровно в 2 раза дешевле. Но тогда было продано на 10 миллионов, а seed раунд по цене 1 цент было продано на там 6700 миллионов. Ну, как видите, у них на ТГЕ идет 0. У них вообще в течение года вообще пауза, то есть seed раунд и private раунд. Ну, это вот эти вот как раз нижние полоски. Они идут вот с нулем, как я и говорил, до лета 23 года, потому что у них 12-месячный клифф, то есть блокировка. Это, короче, круто. То есть у ранних инвесторов, да, не будет большого количества токенов. Ну, ни у кого не будет, потому будет дефицит. И вот та ситуация, которую мы получили сейчас на DealMaker, что продают всего 2 миллиона, а хотят купить на миллиард практически. Ажиотаж большой. Да, и вот видите, получается, airdrop это 25%, а в Treasury идет аж 28%. То есть, а сумма Sweatco Ltd и Foundry так вообще получается 50%. То есть половина монет, ну, как бы находится по факту у разработчиков. Это мне напоминает что? Напоминает Chia. У Chia точно такая же ситуация, где 50% изначально у разработчиков. Ну, здесь ситуация другая, но очень схожая. Также напоминаю, ребята, кто вдруг пробовал перевести токены, сейчас переводы внутри приложения заблокированы. Это было сделано за 2 недели до ТГЕ, чтобы избежать там мошеннических схем. То есть ограничили они это целенаправленно, об этом я писал вам уже в телеграм-канале. А теперь давайте перейдем в само приложение и посмотрим, что у нас там были за обновления. Итак, ребята, вы видите версию сейчас, какая у меня. Версия 111.1, в скобочках 366. Вот там, вот в самом низу это написано. Это можно найти у себя там в разделе в своем, в последней вкладке «Человечек». Нажимаете там на свое имя и на шестереночку. Там внизу можете увидеть версию вашего приложения. Так же самое это можно увидеть, если вы зайдете в свой Play Market, найдете там Sweatcoin, и там в информации тоже будет последняя версия, которая доступна для вас. У меня телефон Poco X3, и вот на мой девайс обновление вышло с задержкой в 2 или в 3 дня по сравнению с многими другими. У меня телефон Poco X3, но это тот же самый Xiaomi. И на мое устройство вот эта версия обновления 111 вышла дня на 3 позже, чем она вышла там на другие устройства, там на iPhone и еще на какие-то, может, более современные телефоны. Моему уже сколько там, минимум 2 года телефону. Что было главное в этом обновлении, это в разделе вот там вот в крайней вкладке в человечек, в персональном отделе, или как он там называется, у нас появилась первая вкладка Leaderboard. Это такие, не знаю, внутренние, ну, кланы или как это можно назвать, да. Каждый может создать этот Leaderboard.
Это ну, внутренняя таблица лидеров, не знаю, как это правильно бы назвать, ну, какой-то клан, группа, не знаю. Внизу, вот видите, есть список, посмотреть другие лидерборды, там, видите, люди создают, у них один там участник, два участника, три участника. Я тоже, в общем-то, создал вчера свой лидерборд, вот он так вот называется, Алекс Майнер, то есть, ну, ссылочку оставлю в описании, вступайте в этот лидерборд, я как бы просто тестирую, что оно себе представляет. Здесь что происходит? Ну, люди соревнуются, кто находит больше шагов, тот, в общем-то, и получит приз. Сейчас, ребята, когда я создавал этот лидерборд, награду я установил 50 монет, то есть во время создания ты указываешь приз и оплачиваю. То есть я внес эти уже 50 токенов, так что присоединяйтесь, ходите, и, в общем-то, кто-то из вас получит эти 50 монет. Это все происходит автоматически, не в ручном режиме. Так, ну, по поводу этого рассказал. Теперь давайте расскажу по поводу глюков и багов, которые здесь возникают. После установки приложения, по-моему, первый раз у меня все запустилось нормально. Ну, кстати, вот сейчас, видите, у меня вверху баланс таким каким-то темненьким отображается. В общем, глючит приложение новое довольно много. Вот после этого обновления именно. У меня было такое, что первая вкладка прогружается полупрозрачной. То есть она как будто бы, знаете, прозрачность там или не догрузилась. Ну вот примерно вот как это окно, вот сейчас, что вы видите, Complete Setup, вот в таком вот виде все здесь отображалось. Хотя вот вторая, третья там и последние вкладки, они все отображались четко. Вот всегда. А первая вкладка ее, ну, люто глючила. Потом, бывает, я перезагрузил телефон, вроде все нормально. Потом открываешь, вообще здесь пусто, вот просто нет, вот только видно вот фон, вот те вот виртуальные горы строятся и больше ничего нет. Ты вот как бы крутишь туда-сюда, запускаешь, перезапускаешь приложение и ничего не отображается. Хотя, если ты пальцем вот крутишь и тыкаешь куда-то в рандомные места на экране, то, ну, получается, что все на самом деле есть. То есть можно попасть на рекламу, там можно попасть на двойные шаги, вот эти все меню, они есть, просто они не отображаются. Вот такой вот был глюк. Как это все дело решается? Заходите в настройки приложения, нажимаете там почистить все. Ну, мне почистить кэш мне не помогло. Я, то есть, нажал почистить кэш, закрыл там приложение, перезагрузил, у меня не отобразилось. Я потом зашел в те же настройки приложения, нажал удалить все данные, после чего приложение запустилось, попросило заново залогиниться, то есть эти данные были очищены. Я залогинился через Google аккаунт, и у меня все как бы заработало. Некоторым ребятам там, опять же, официально в Sweat Economy чате пишут, что и удалите кэш, и удалите данные, не помогло, перезагрузите приложение, переустановите приложение, это перезагрузите телефон, сделайте это по несколько раз. Ну, короче, в общем, проблем с этим обновлением у людей много. Ну, в общем, это все, ребята, что я вам хотел сегодня сказать. Вступайте в лидерборд, ссылку оставляю в описании. Давайте будем вместе шагать. На этом пока что все. Всем пока.